Здравствуйте, уважаемые подписчики, друзья канала, зрители и просто любители китайского автопрома. Сегодня мы спешим порадовать вас новинкой от компании Wuling, а именно кроссовер Hongguang X с 3 рядами сидений. Это пока еще концепт-кар, но уже известно, что он пойдет на экспорт. Представлен он был 24 июля в Чэнду, и пока о нем мало что известно. Но мы постарались собрать максимум полезной информации о модели. Первое, что цепляет глаз, это достаточно серьезный и внушительный дизайн в черно-красном цвете. С первого взгляда так и тянет процитировать строчку из всем известного фильма «Парень в бронированном костюме, а снять кто ты без него?». И на этот вопрос мы ответим прямо сейчас. Пройдемся по порядку по всем аспектам этого китайско-американского детища. Для начала дизайн кузова. Он здесь действительно шикарный. Передок украшает массивный бампер, большую часть которого занимает черная решетка радиатора, а в центре сверху на ней базируется эмблема производителя, смахивающая на символ Бэтмена. Фары узкие, так сказать, прищуром, а между ними по нижней грани капота идет стилизованная полоса. Создается впечатление, что это не две фары и декор, а цельная длинная фара. Ниже расположена подсветка с двух боков, а еще ниже противотуманки. Брутальный дизайн. На таком авто можно подвести Тони Старка до башни Мстителей или Бэтмена до пещеры. Кстати, именно в концептуальной версии над лобовым стеклом Hongguang расположились два мини-прожектора, и скорее всего они галогеновые. Фактически эта идея слизана с пикапов, а Hongguang отчасти пикапом и является в силу конструкции. Точно назвать конструкцию модели нельзя, это и пикап, и внедорожник, и кроссовер. Одним словом, трансформер на китайский лад с американской составляющей. Вид сбоку также не менее красив и креативен. Первое, что бросается в глаза, это довольно длинная ручка у передней двери. Она как бы заходит на территорию следующей двери. Если модель будет трехдверная, то такой дизайнерский ход будет вполне уместен. Но есть идея гораздо креативнее. Если модель пятидверная, то ее задние двери будут распахиваться от центра кузова, а не от задней части. Удобно ли это, пока не ясно, но то, что идея свежая, однозначно. Задняя часть не менее интересна своим дизайном. Дверь багажника разделена на две части, распахиваются они вверх и вниз. Задние фонари большие, но затемненные. Бампер небольшой, выделяются только его боковые части, которые расположены под фарами. Стопорные фонари были показаны не ламповые, а светодиодными линиями в форме крестика. Известно, что длина кузова будет составлять 4,6 метра, так что машина довольно массивная, не только по виду, но и по размерам. Предположительно, задняя часть, которая идет после задних стоек кузова, будет съемная. Таким образом, можно сделать из кроссовера вполне полноценный пикап с открытым багажником. Стоит также напомнить, что этот концепт-кар и скорее всего полноформатная серийная модель будет гораздо скромнее. Такой ход часто применяется производителями, особенно перед выпуском машины на экспорт, дабы привлечь внимание будущих клиентов. Но все же надо признать, что даже концепт в этом плане очень качественно проработан, особенно со стороны дизайна. Китайцы обещают низкие цены и мощные двигатели. Надеемся, не 1,5-литровые. Ну а мы на этом с вами прощаемся до следующего обзора. А также ждем комментариев от вас по поводу данного концепта. Как он вам? В какую сумму вы бы могли оценить данное авто? Просто по внешним признакам. Будем рады услышать каждого. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и бейте в колокольчик, чтобы не пропускать ничего интересного. До новых встреч!